Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и сценарии апокалипсиса на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре. С 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре проходит 22-й чемпионат мира по футболу FIFA. В этом году мероприятие во многом уникально. Обычно оно проводится в летние месяцы, однако из-за сильной жары в Катаре чемпионат был перенесен на конец ноября. Исключительной получилась и церемония открытия турнира. По зрелищности она напоминала открытие Олимпиад. Как и следовало ожидать, мероприятие подобного масштаба не обошлось без использования известной символики и зловещих образов. Шоу представляло собой иллюстрацию одного из возможных сценариев апокалипсиса и выглядело достаточно жутко. Главным символом чемпионата мира по футболу в Катаре является лаиб. Он представляет собой анимированную куфию, популярный головной убор жителей Ближнего Востока. С первого взгляда лаиб больше напоминает привидение. В этом же ключе его описывают создатели. Это персонаж, пришедший из метавселенной талисманов, параллельной вселенной, которую невозможно описать словами и которую каждый может представить так, как хочет. Лаиб призывает всех поверить в себя. Все это дает основание сделать вывод о том, что главным символом 22-го чемпионата мира по футболу является демоническая сущность из нижних миров. На обоих крыльях лаиба изображены футбольные мячи. В то же время этот символ напоминает пентаграмму в круге, являющуюся главным символом сатанистов. Перед началом церемонии открытия на экране появился обратный отсчет, на фоне которого летало белое привидение. Таким образом, нам словно показывали, что до того момента, как демоны проявят себя в нашем мире, остается совсем немного времени. Перед началом театрализованного шоу был показан короткий видеоролик. На первых его секундах в кадре появилась полная луна. Она дает отсылку к одноименному культу поклонения темным силам. Далее мы видим человека, стоящего перед излучающим свет прямоугольником. Он напоминает приоткрытый дверной проем и дает отсылку к эпизодам из фильма «Матрица» и «13-й этаж». Оба они связаны с выходом из виртуальной реальности и попаданием в так называемый первоисточник. После того, как Нео шагнул в свет, он очутился в комнате архитектора. В фильме «13-й этаж» за светящейся дверью находился конец симуляции. Таким образом, в ролике церемонии открытия чемпионата мира по футболу символично показано, что люди находятся на пороге выхода из иллюзорного мира. На следующих кадрах мы видим огромного кита, который выныривает из воды и взлетает к небу. Кит является одним из символов дьявола, поскольку, по легенде, моряки часто принимали китов за острова, бросали якорь, а животные увлекали корабли под воду. Челюсти кита олицетворяют врата ада, а желудок – сам ад. В ролике кит поднимается к небу, после чего люди по всему миру устремляют свой взгляд наверх. Все это напоминает некое знамение для всех жителей планеты. Далее мы видим, как на фоне мрачного черного неба плывут сразу 3 кита, закручиваясь в спираль. Все это напоминает христианский символ триединства. Вот только с учетом того, что кит символизирует дьявола, он приобретает прямо противоположное значение. Вместе с китами в небе кружатся прямоугольные пластины, 2 из которых затем приземляются на стадионе. Также к стадиону устремляется и один из китов. Далее начинается основная часть шоу церемонии открытия. От приземлившихся пластин исходят потоки энергии, после чего под традиционные арабские мотивы люди выстраиваются друг за другом и формируют руками 2 извивающихся змей. Змеи символизируют самого дьявола-искусителя. Камера делает акцент на девушках, держащих в руках ступки и пестики. Эти предметы являются магическими атрибутами. Ступка символизирует женское начало, а пестик – мужское. Вместе же они формируют основную модель всего сущего. Далее начинается один из самых символичных моментов шоу. На арене появляется паралимпиец Гамин Аль-Муфта, родившийся без ног. Навстречу к нему идет знаменитый голливудский актер Морган Фриман. В 2003 году он сыграл роль Бога в фильме «Брюс Всемогущий», и теперь его личность вызывает стойкие ассоциации с этой ролью. Очевидно, что на церемонии открытия чемпионата мира по футболу Фриман также символизировал создателя. Вот только его полностью черный наряд и контекст всего шоу дает основание предположить, что это не Бог, а архитектор Вселенной, демиург, соткавший покров иллюзии, скрывающий настоящий мир. На экране за спинами главных героев было изображено черное солнце, символизирующее связь с мистическим измерением и миром духов.
Гамин Аль-Муфта в данной сценке олицетворяет человечество. Тот факт, что на эту роль был выбран инвалид, символизирует ограниченность людей и их возможностей в этом мире. Между главными героями происходит разговор о важности объединения человечества. В конце они протягивают руки друг к другу, после чего на экране вспыхивает огонь. Все это может символично показывать, что как только люди согласятся на условия дьявола и будут обмануты им, наш мир перестанет существовать. Люди начинают двигаться вперед, а Морган Фриман остается стоять на месте. На кадрах сверху вокруг актера поднимаются языки пламени. Затем Фриман произносит торжественную речь, демонстрируя при этом масонский жест верности. Следующая часть шоу не менее символична. Она может отражать грандиозную битву света и тьмы. Сначала на арене появились арабы с мечами, которые исполнили свой национальный танец. Комментатор сделал акцент на том, что обычно его исполняли перед началом сражения. Через пару минут их место заняли люди со светящимися мечами. Это дает отсылку к фильму «Звездные войны». Световые мечи были атрибутом джедаев, стоящих на защите галактики. Все это, в свою очередь, является намеком на начало войны вселенского масштаба. Джедаи с мечами стоят внутри шестиугольника, дающего отсылку к культу Сатурна. Далее на арене появились футболки всех стран-участниц чемпионата. Зрелище это было достаточно жутким, так как футболки двигались сами по себе и напоминали людей с отрубленной головой и конечностями. Это, в свою очередь, может символизировать отсутствие души и власть над миром демонических сущностей. Когда безликие футболки покинули сцену, на ней появились люди с красными джедайскими мечами. На глазах у каждого из них были очки виртуальной реальности. С одной стороны, это может быть намеком на теорию об иллюзорности нашего мира. С другой стороны, данные образы могут сообщать о планах иллюминатов загнать людей в виртуальный мир и поместить в метавселенную. Вскоре на стадионе появилась еще одна группа танцоров в красном с очками на глазах. За их спинами поднимаются вверх две пластины, а между ними возникает черный куб, дающий отсылку к культу Сатурна. Комментатор в этот момент говорит, что построен некий мост, соединяющий миры. Вероятно, что речь идет о нашем мире и мире демонов. Далее на арену вышли талисманы предыдущих чемпионатов по футболу, которые, согласно легенде организаторов церемонии в Катаре, живут в параллельной вселенной. После их танца на арене появилась мультимедийная проекция Лаиба, летающего в клубах темного дыма. Он словно пытался выбраться из зазеркалья и проникнуть в наш мир. В итоге привидение материализуется, неожиданно появляясь на стадионе. Все это символично показывает, что демоны проникают в нашу реальность и становятся вполне осязаемыми. Далее солист группы BTS Чангук и катарский певец Фахад Аль-Кубаиси исполнили песню под названием «Мечтатели». Сопровождали их все так же люди в очках виртуальной реальности. В финале церемонии открытия на стадион вновь вылетел Лаиб. В центре арены образовался вихрь, напоминающий черную дыру. Через несколько секунд на его месте возник символ в форме восьмерки. Это искаженный знак бесконечности, который похож на свернувшуюся в кольцо змею, кусающую себя за хвост. Этот символ часто интерпретируется как символ вечного циклического обновления, смерти и возрождения. В свою очередь, он может означать перезагрузку матрицы, коей является апокалипсис. На этом моменте церемония открытия чемпионата заканчивается. В целом все образы, показанные в шоу, могут говорить о ближайших планах иллюминатов. Исходя из увиденного, в них входит глобальная война света и тьмы, помещение людей в метавселенную и проникновение в наш мир демонических сущностей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.